Невозможно представить современный город без уличного искусства. Даже в консервативной Беларуси есть уголки, где можно полюбоваться рисунками на стенах, не говоря уже о Польше, в разы свободнее и ближе к европейским ценностям в стране. Это ролик из цикла «Жизнь в польском городе», и сегодня мы поговорим о роли граффити в городской среде Польши на примере города Гданьск. Посмотрим, что рисуют, где рисуют, порассуждаем о вандализме, а в конце прогуляемся по району, который считается самой большой галереей монументального искусства в Европе. Граффити в Польше начало формироваться в 1980-х годах как способ политического протеста, особенно в поддержку солидарности, когда уличные лозунги становились символом борьбы с коммунизмом. С падением режима в 1989-м Польша открылась для западных субкультур, и в 90-х граффити приобрело популярность как часть хип-хоп движения. Молодежь вдохновлялась работами из США и Европы, создавая свои уникальные стили. С начала 2000-х граффити в Польше эволюционировало в полноценное уличное искусство, кульминацией которого стали масштабные проекты и фестивали, такие как Urban Forums в Лодзи или Monumental Art в Гданьске. Сегодня, гуляя по улицам города, можно обнаружить рисунки баллончиком почти на любом клочке поверхности, которая слабо контролируется городскими службами. А таких мест в польских городах достаточно много. Это классические локации, коммуникации и ограждения близ ЖД-путей, мосты, эстакады, промзоны, подземные переходы, а также менее популярные и более рискованные школы, многоквартирные дома, трансформаторные будки, киоски, остановки общественного транспорта и другие места, где искусство уже зачастую переходит в вандализм. А вообще, если подумать, то где грань между искусством и вандализмом? И кто вообще должен определять эту грань? Городские власти, жители или, может быть, сами художники? Я думаю, что должно решать общество. По мере развития уличного искусства должен формироваться некий коллективный разум, который просто органически будет отсеивать и избавляться от неприемлемых картинок на стенах города, а хорошие работы будет поощрять. В целом, как мне кажется, оно примерно так и работает. Нет, есть, конечно, определенные проблемы, особенно в старых районах, где расписаться на стене считает своим долгом каждый рэпер. И да, это чистой воды вандализм, особенно когда идешь по историческому центру и видишь эти росписи. А проблема заключается в том, что городские службы зачастую не могут очистить фасад просто потому, что здание является частной собственностью. Не считая административных наказаний, чтобы хоть как-то простимулировать граффитистов переходить в законное русло, город регулярно выделяет официально разрешенное пространство для творчества. Например, в Гданьске уличные художники могут разгуляться в районе Сточни. Это частично функционирующая промышленная зона, судоверфь, на территории и поблизости которой расположено множество мест, где регулярно открывается возможность разместить свое граффити абсолютно законно. Заглянуть непосредственно на территорию культурного пространства Сточня можно только в теплое время года, а вот прогуляться по окрестностям никто не запрещает. А если интересно было бы увидеть отдельный ролик об этом месте, оставьте комментарий и не забудьте подписаться на канал. Летом, думаю, мы сюда еще вернемся. Кроме Сточни, в городе есть и другие места, где город не просто разрешает, а, можно сказать, сам приходит за помощью к уличным художникам. Недалеко от старого города есть такое место, возле торгового центра «Форум», где под землей идут коммуникации, и они защищены вот такими стенами. На этих стенах, как вы видите, нанесены вот такие граффити тематические. Здесь, конечно, заслуга не только художников, но без них все выглядело бы не так интересно, согласитесь. Вообще тематика граффити в Польше достаточно разнообразна, начиная от политических и остро-социальных до рекламных и, конечно же, футбольных артов. И особенно хочется выделить фанатское творчество.
Учитывая, что Лехия клуб, не хватающий звезд с неба, однако поддержка в виде таких вот красочных и оригинальных граффити не может не вдохновлять. Что интересно, каждый район города имеет свой неповторяющийся футбольный арт. А вдобавок есть парочка и официальных дизайнерских муралов в поддержку клуба. А еще в Гданьске есть перекресток, на одном из домов которого едва ли не каждый месяц появляются новые граффити с рекламой какого-нибудь фильма. И вообще рекламу в виде муралов в городе можно встретить достаточно часто. Можно сказать, что стрит-арт в современном польском городе используется повсеместно. Где-то под заказ, где-то стихийно, где-то противозаконно и уродливо, а где-то исключительно во благо культуры. И вот мы наконец добрались до, наверное, самого известного места Гданьска с точки зрения уличного искусства. Это Заспа, многоэтажный жилой район, превращенный в настоящую галерею уличного искусства. Один из самых густонаселенных районов Гданьска вырос на этом месте в 70-80-х годах прошлого столетия. Характерные для той эпохи массивные панельные дома достаточно быстро заняли обширную территорию бывшего аэродрома, и уже в 1987 году Папа Римский Иоанн Павел II провел в местном парке легендарную мессу. Позже этот парк назвали его именем, а еще позже на одном из домов появился и мурал, посвященный тому событию. Хотя граффити на стенах Заспы начали рисовать еще в конце 90-х, расцвет района как площадки для монументального искусства начался в 2009 году, когда здесь стартовал фестиваль Monumental Art. В течение последующих 7 лет местными и зарубежными художниками было создано более 60 работ, украсивших бетонные фасады многоквартирных домов яркими абстракциями, социальными манифестами, историческими интерпретациями и художественными изображениями нашего времени. Таким образом, район превратился в крупнейший музей стрит-арта под открытым небом не только в Польше, но и во всей Европе. Каждая работа создана здесь с любовью и несет в себе определенный посыл. В этом, пожалуй, и заключается культура граффити. Художник закладывает в свое произведение видение мира через свою собственную призму, и нам, зрителям, предлагается это оценить, разгадывая идею или просто наслаждаясь визуалом. Например, картина «Балтика» с одной стороны выглядит как красивый футуристический мурал, а с другой показывает проблему загрязнения морских глубин. А мурал с изображением Леха Валенсы. Вначале в глаза бросается лишь необычная техника исполнения, которая предполагает, что смотреть на рисунок нужно издалека. А оказывается, автор таким образом закладывал идею о неясной и трудной борьбе за свободу и демократию. Однако тонкой нитью сквозь этот своеобразный музей проходит летная тематика, напоминающая об авиационном прошлом района. И это касается не только муралов, но и названий улиц и даже необычных урн для мусора. В самом начале улицы 303-го дивизиона есть мурал, основанный на оригинальной фотографии легендарного польского истребительного дивизиона, участвовавшего в битве за Британию в 1940 году. А в мурале по адресу Пилотов 12 заложено сразу несколько смыслов, один из которых посвящен знаменитому дирижаблю «Граф Зеппелин», приземлившемуся в 1932 году неподалеку от этого места. Для тех, кто желает получше познакомиться с творчеством монументалистов, существует как физическая, так и электронная карта района с указанием всех работ. А также в теплое время года здесь устраиваются полноценные экскурсии с гидом. Ну что, друзья, вот и заканчивается наша прогулка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о таком искусстве. Есть ли в вашем городе достойные работы, или вы вообще считаете все это вандализмом? Ну а я пойду дальше исследовать интересные места и другие аспекты жизни в Польше. Miłego dnia и до zobaczenia!